Всем привет! Сегодня познакомимся с жилым комплексом Второй Нагатинский. Это жилой комплекс комфорт-класса. Ну, заодно посмотрим еще Первый Нагатинский, по ходу движения к метро. Там стройка, но общий вид какой-то можно получить. Второй Нагатинский расположился в районе Нагатино-Садовники, в месте, где старая московская застройка постепенно сменяется новыми кварталами. Район давно считается одним из наиболее практичных в южной части Москвы. Рядом река, зеленые зоны и достаточно развитая инфраструктура. В этой среде и появился проект, который стремится сделать жизнь более организованной и предсказуемой, без лишнего блеска, но с необходимым комфортом. Архитектура комплекса выдержана в современном городском стиле. Монолитные корпуса разной высоты, спокойные теплые фасады и крупные оконные линии. Внешний вид домов скорее функционален, чем декоративен, но именно в этом и заключается их ценность в минимализме, который быстро не устаревает. Цветовая палитра фасадов подобрана так, чтобы не утомлять глаз и гармонировать с окружающим районом. Дворы закрытые, благоустроенные. Они разделены на зоны с разной функциональностью. Детские площадки, небольшие зеленые участки для отдыха, спортивные элементы. Пространство организовано так, чтобы жители могли свободно пользоваться территорией, не испытывая чувства скученности. Внутренняя среда – это скорее продуманная инфраструктура для повседневной жизни без лишних декоративных решений. По расположению Второй Нагатинский занимает промежуточную позицию. И не у самого метро, но и не слишком далеко. Путь до станции Коломенская и Нагатинская обычно занимает 15-20 минут пешком. Для тех, кто привык передвигаться пешком, расстояние приемлемое. Тем, кто рассчитывает на быструю доступность метро, стоит учитывать эту особенность. С другой стороны, вокруг много тихих улиц с умеренным движением, что создает ощущение спокойного жилого района. В непосредственной близости благоустроенная набережная Москвы-реки, несколько парков и маршруты для прогулок. Это делает локацию функциональной не только для работы, но и для отдыха. При необходимости выезд на основные магистрали также доступен, что важно для автомобилистов, особенно с учетом того, что в комплексе предусмотрен подземный паркинг. Фонд квартир достаточно разнообразен. Здесь есть студии площадью от 20 квадратных метров, однокомнатные квартиры для тех, кому важно рационально использовать пространство, двухкомнатный оптимальный выбор для семейных пар и трехкомнатные площадью до 88 квадратных метров, уже рассчитанные на полноценную семейную жизнь. Потолки около 2,6 метра, что обеспечивает стандартный комфорт и не создает давления пространства. Большинство квартир предлагается с чистовой отделкой. Это снижает время между покупкой и заселением, избавляет от необходимости заниматься черновыми работами. Планировки достаточно лаконичны, прямоугольные комнаты, правильные пропорции, удобные ниши для хранения без архитектурных излишеств, но с учетом повседневных потребностей. По стоимости комплекс находится в диапазоне среднего комфорт-класса. Студии стартуют примерно от 10-12 миллионов рублей. Однокомнатные в диапазоне 14-17, двухкомнатные 18-25, а трехкомнатные около 25-30 миллионов рублей. С точки зрения рынка Южного округа это типичные цены для новостроек от крупных девелоперов. Есть проекты дороже, есть немного дешевле, но Второй Нагатинский уверенно занимает среднюю позицию. Он не стремится конкурировать с премиум-классом, но и не относится к эконом-сегменту. Инфраструктура внутри комплекса развивается поэтапно. Уже сейчас на первых этажах размещаются помещения под магазины и сервисы. Постепенно заполняются предпринимателями. Проектом предусмотрены школа и детский сад, решение, которое повышает привлекательность комплекса для семей. В пешей доступности находятся сетевые супермаркеты, спортивные объекты, кафе и бытовые услуги. Все необходимое для повседневной жизни в пределах короткой прогулки. Для тех, кто предпочитает активный отдых, поблизости расположен спортивный центр «Кант» с сезонными развлечениями. Зимой горнолыжные склоны, летом веревочные маршруты и активности на открытом воздухе. На фоне плотного городского ритма
Это становится дополнительным преимуществом. У комплекса есть как очевидные плюсы, так и моменты, которые стоит учитывать при выборе. К достоинству можно отнести расположение в одном из наиболее удобных районов Южного административного округа, современную нейтральную архитектуру без излишеств, благоустроенные спокойные внутренние дворы, подземный паркинг, собственные соцобъекты на территории, большой выбор планировок, близость к реке и зеленым зонам, адекватное соотношение цены и функциональности. К недостаткам: до метро нужно идти пешком 15-20 минут, местами плотная застройка и высокая этажность. Цены на большие квартиры могут быть ощутимыми. Часть инфраструктуры все еще находится в процессе развития. Транспортная загрузка района в часы пик может быть ощутимой. Каждый из этих пунктов важен по-своему, но в целом проект создает впечатление сбалансированного и продуманного жилого комплекса, ориентированного на людей, которые хотят стабильности и удобства. Здесь нет попытки произвести чрезмерное впечатление. Ставка сделана на практичность и функциональность. В целом, второй Нагатинский — это пример современного московского квартала, который строится не ради эффектной картинки, а ради качественной городской среды. Он удобен для тех, кто ценит предсказуемость и порядок. Инфраструктура под рукой, планировки понятны, дворы ухожены, атмосфера спокойная. Это проект, рассчитанный на долгий срок, без быстрого морального устаревания. Он вписывается в ритм района и развивается вместе с ним. И, возможно, именно такая сдержанность и делает его привлекательным. Он не обещает лишнего, но обеспечивает все необходимое для комфортной жизни. Жилой комплекс второй Нагатинский — это проект, который формируется на стыке старого завода и стремительно меняющегося района около Москвы-реки. Здесь, на территории, где раньше находились складские корпуса и инженерные помещения, сегодня вырастает новый квартал современного городского формата. Проект разработан мастерской, специализирующейся на жилой среде плотной городской застройки. В основу решения лег принцип рациональности. Четкие фасадные линии, продуманная геометрия корпусов и функциональная структура дворов, закрытых от лишнего трафика. Строительство ведется по монолитной технологии, каркас каждого корпуса выполняется из железобетона, что обеспечивает долгий срок службы и устойчивость конструкции. В наружных стенах применяется комбинированное решение, монолитная основа с навесными фасадными системами. Это позволяет сократить теплопотери и облегчить обслуживание здания. Фасадная отделка — одно из ключевых отличий комплекса. Здесь используют сочетание керамогранита, фасадных панелей и архитектурного кирпича. Материалы подбирались так, чтобы выдерживать городской климат, не выгорать и сохранять структуру поверхности. В архитектуре нет попытки удивить. Наоборот, ставка сделана на спокойную, выверенную стилистику, которая будет уместна и через 10, и через 20 лет. Внутреннее пространство дворов устроено по принципу приватности. Дворы закрыты, и основная нагрузка переносится на внешний маршрут. Зеленые зоны организованы точечно, без излишней декоративности. Главный акцент — удобство жителей, прямые дорожки, освещение, оборудованные площадки для детей и зоны для отдыха. Подземный паркинг предусмотрен во всех корпусах, что снижает нагрузку на внутренние территории. Лифтовые узлы связывают парковку с жилыми этажами, стандарт, который сегодня становится нормой в современных московских комплексах. Если сравнивать проект с аналогичными жилыми комплексами в южной части Москвы, например, с ЖК Ривер-Парк или Нагатино-Айленд, то главное отличие второго Нагатинского — более деловой, сдержанный характер архитектуры. Здесь меньше декоративных элементов и больше функциональности. Комплекс ориентирован на постоянное проживание, а не на стилистический эффект. Транспортная доступность также играет важную роль. Близость к станциям метро и крупным магистралям облегчает перемещение по городу. Район, несмотря на промышленное прошлое, активно развивается. Появляются новые коммерческие объекты, точки притяжения для жителей и службы, необходимые для повседневной жизни. Квартиры представлены в нескольких форматах, от студий до крупных семейных планировок. Особенность проекта — рациональные метры. Пространство продумано так, чтобы каждый квадратный метр работал. Прямые коридоры, удобные ниши под хранение, большие окна для естественного освещения. Отделка корпусов, как правило, предлагается в двух вариантах: с подготовкой под чистовую или с готовыми решениями для тех, кто хочет заехать сразу. Инженерные
Инженерные системы современные, приточно-вытяжная вентиляция общего типа, повышенная шумоизоляция между этажами, энергоэффективные окна. Эти детали не бросаются в глаза, но именно они формируют комфорт проживания на ежедневном уровне. Коммерческие помещения на первых этажах рассчитаны на магазины шаговой доступности, небольшие кафе, офисы и сервисные компании. Это типичная модель для новых кварталов Москвы. Жилье сверху, городская инфраструктура снизу. С точки зрения общего рынка, второй Нагатинский занимает позицию крепкого технологического проекта комфорт-класса. Он не пытается выглядеть премиальным, но и не уступает в качестве строительства многим новым комплексам, которые позиционируются выше. Это проект, который делает ставку на практичность, надежные материалы, проверенные технологии, строгая архитектурная логика и отсутствие излишних визуальных решений. Именно такой подход позволяет району эволюционировать постепенно и стабильно, без резких архитектурных экспериментов, но с пониманием городской среды и потребностей людей, которые хотят просто жить в удобном, понятном и современном пространстве.
这样的解